Всем привет, и если прошлое видео было супер сложным, то как называть это, я не знаю. В общем, в связи с тем, что на канале скоро 1 000 000 подписчиков, мы решили сделать не просто что-то большое, а самое большое в мире. В данном случае 2-метровый чипс. Не забываем заранее ставить лайки и подписываться на канал, а мы начинаем. Поехали. Пошли снимать. Я уже почти готов. Сейчас только поселение в последний раз апну, что пока мне тут не будет, никто не думал меня осаждать. Если кому-то интересно, во что я залипаю, то название игры Rise of Kingdoms. Раньше она называлась Rise of Civilization. Кроме смены названия, разработчики внесли классные улучшения, которые стоит оценить каждому. По сути, перед нами все та же мобильная стратегия с увлекательным геймплеем и завораживающей картинкой. Но после обновления в игру добавили 3 новых цивилизации, увеличив таким образом их количество до 11. У каждой цивилизации своя историческая архитектура и особые войска. А наращивая военную мощь и развивая свое поселение, можно подкорять просторы огромного мира, где 1000 игроков находятся одновременно на одной карте. Сейчас в игре проходит масштабное событие под названием Ковчега Сириса, где сильнейшие кланы своего королевства могут сойтись в эпичных баталиях с лучшими кланами других королевств. Не пропусти это зрелище. Геймплей Rise of Kingdoms очень простой, разнообразен и увлекателен. Так что смело качайте эту игрушку по моей ссылке в описании и присоединяйтесь к моему альянсу. И, наверное, уже каждое видео с большой едой начинается со стройки. Мы переделали мега-сковородку, приварив к ней борты и ножки, теперь это мега-кастрюля. Для того, чтобы все было герметично, пришлось сделать сплошной шов, что и заняло большее количество времени. Также сделали вот такую сетку, на которой будем опускать наш чипс. На это уже ушло полдня. Отправляемся в магазин. Там покупаем мешок картошки, масло целых 70 литров. После прошлого видео дома осталось еще 30. Мука 10 килограмм. Сливочное масло, 20 куриных яиц, паприка и полную тележку дров. Отправляемся на кассу. На чеке 3000 гривен. В рублях это 7000. Но это лишь небольшая часть того, сколько мы потратили всего. В конце все расскажу. Начинаем готовить с картошки. Хотя стоп, перед этим вам кое-что поясню. Смотрите, есть два типа чипсов. Первый сделаны из просто тонко нарезанной картошки, а второй вид из картофельного теста. Принглс относится ко второму. По-другому сделать чипсы одного размера и формы невозможно. Так вот, мы будем делать чипсы тоже из картофельного теста. Сначала всю картошку нужно помыть. Дальше очищаем от кожуры. Уже чистую картошку отправляем в миску с холодной водой. Таким образом перечищаем 15 килограмм картошки. Готово. Ставим огромную кастрюлю на огонь. Как только вода закипит, отправляем туда нашу картошку. Такая порция картошки варится 1,5 часа. И как только она стала мягкой, превращаем все это в пюрешку, добавляя кучу масла, 20 яиц и мука. И тут нас ждало разочарование. Мы всыпали 10 килограмм муки, а тесто по-прежнему оставалось липким, вязким и супер неприятным. В общем, не подходит. Потратив 4 часа на эксперименты с разными видами теста и посмотрев, как они себя ведут в масле, нашли идеальный вариант. И тесто для него оказалось самым простым. Опять чистим картошку. Для ускорения варки нарезаем. Благодаря этому картошка сварится всего за 40 минут. Теперь ее нужно хорошо размять, так чтобы вообще не оставалось комочков. После этого добавляем муку, желательно просеянную. Добавив 5 кг муки, получаем хорошее картофельное тесто. Соль и специи на этом этапе не добавляем. Перед тем как работать на поверхности, ее нужно помыть. Также отмываем и сетку. На середину высыпаем большое количество муки и вываливаем из тазика теста. Вооружаемся скалками и раскатываем. Поначалу все получалось, но через 2 часа, когда мы раскатали тесто до нужной толщины, оно прилипло к низу. Я так спокойно говорю, хотя на самом деле мне хочется плакать. Опять переделываем все тесто, и как вы думаете, что сейчас происходит? Правильно, это я в 10 часов вечера раскатываю тесто. Наконец-то, когда оно готово, берем нож для пиццы и равняем наше тесто до формы чипсины. Лишнее тесто убираем. В одном месте получилось неровно, поэтому с помощью надрезов делаем имитацию укуса акулы. Дальше в руку берем кучу палок для суши и равномерно натыкиваем ими тесто. Это нужно, чтобы при прожарке из теста равномерно выходил воздух. Через 40 минут все готово. Мукой хорошо припыляем поверхность теста. На ПВХ трубку закидываем край теста и начинаем его накручивать. Отскребаем остатки теста и переходим к маслу. 100 литров масла у нас уже есть, но мы посчитали, и этого будет маловато, поэтому докупили еще 50. Надеюсь, этого хватит. Все это масло переливаем в нашу кастрюлю. Теперь его нужно чем-нибудь разогреть, горелками точно не вариант. Поэтому мы взяли 4 мангала. Открываем наши дрова. Рубим. Скамкиваем газету и выкладываем пирамиду, начиная с мелких дров.
Остается взять зажигалку и поджечь. Огонь горит, но одного мало. Нам нужно 4 хороших костра. Мы засунули мангалы снизу под масло. И через 3 часа масло наконец-то разогрелось. С помощью сетки опускаем в него нашу чипсину. Масла хватает с трудом. Поэтому поверх чипсины накидываем сетку и давим на нее, чтобы нашу чипсу полностью покрыло масло. Спустя 7 минут поднимаем чипсину. Сливаем масло сначала в одну сторону, а затем в другую. И вы даже не представляете, как мы были рады, когда все наконец-то получилось. На поверхности еще много масла, которое мы убираем с помощью бумажных полотенец. Чипса почти готова. Но для того, чтобы она была в разы вкуснее, берем паприку и щедро все посыпаем. Также делаем и с солью. Все, самая большая чипсина в мире готова. Длиной она вышла 2 метра 20 сантиметров. Ее можно просто отламывать и есть. И по вкусу это просто нормальная чипса. Поэтому повторяйте все это дома, только в меньшем масштабе. Кстати, масло осталось чистым, поэтому мы слили его обратно. А теперь к вопросу, сколько мы потратили на видео в целом. 1500 гривен на мангалы. На сетку, ножки и борты для сковородки 4000 гривен. За 150 литров масла еще 4000 гривен. Картошка, мука и дрова, которые мы докупали за кадрами, еще 800 гривен. Получаем общую сумму в 10 300 гривен. Это 24 тысячи рублей. Снимали мы все это 2 полных дня и целую ночь. Целое, это имеется в виду прям до рассвета. А если вы хотите, чтобы я еще сделал что-то огромное, то ставьте лайки. 200 тысяч лайков равно следующее видео. Также не забывайте подписываться на канал и инстаграм. Всем пока!